Приветствую вас. Сегодня хочу сделать прогноз для всех стрельцов. Если это вы, смотрите это видео до конца. Посмотрим, что вас ждет в феврале месяце, который начнется вот уже совсем скоро. Итак, здоровье, эмоциональное состояние ваше в месяце в феврале. Здесь любовь и отношения. Ваши надежды и планы на февраль месяц. Работа и финансы. Здесь у нас позиция влияния извне, чего вы еще не знаете. Может, помощь от кого-то будет. Первая половина месяца. И итог месяца. А также сигнификатор месяца. В целом, какие энергии будут. Смотрите, финансы, какие-то очень хорошие энергии по картам рыбы. Февраль месяц обещает быть для вас очень благоприятным месяцем в части финансов. А вот по карте рыба. А может быть, вас ожидает встреча с каким-то королем. Может быть, он как-то повлияет в месяце феврале на вашу жизнь. А если вы ожидаете какой-то прибавки к зарплате, может быть, тоже это случится в феврале. В общем, золотые рыбки такие, готовы исполнять ваши желания. Так что хороший месяц будет. По здоровью выпали тоже хорошие карты. Если вы болеете или заболеете, то пойдете быстро на поправку по карте Аисты. А также вот карта Медведь показывает, что у вас хороший иммунитет, крепкое здоровье, то есть никаких в феврале проблем быть со здоровьем не должно. А может быть, по рекомендации вот этой карты, обратите внимание, сколько вы съедаете. Может быть, в феврале не стоит делать запасы, весна впереди. Больше гуляйте по карте Аисты, ходите на пешие прогулки, не переедайте, занимайтесь физической активностью, несмотря на зимний месяц. По позиции любовь и отношения выпали карты Змея и Крест. Это может показывать, что у вас в феврале может вспыхнуть какой-то страстный роман. Вы встретите, кто-то вот даму встретит, а кто-то, может быть, и джентльмена, какого-то мужчину, с которым завяжется очень такой страстный, бурный, сексуальный роман. Будет очень притягательный для вас этот человек. И если вы не в отношениях, то это может вылиться потом, вот ваше это знакомство, в какое-то более серьезное отношение. Может быть, даже сделают вам в будущем и предложение. Если кто в отношениях, может быть, это благоприятный месяц будет для венчания, для заключения брака. Вот по карте Крест. А если вы в длительных отношениях, то еще карта Змея может показывать, что вот будет новый виток в ваших отношениях, страсть вспыхнет, какие-то вот приятный месяц для любовно-романтичных отношений. Кстати, также может показывать, что если вы в паре и какая-то женщина, не знаю, оказывает влияние на вашу погоду в доме, то может закончиться, не знаю, может быть, вы закончите отношения с этой женщиной, может быть, вы как-то отстоите свои личные границы, может, вы скажете ей, что
чтобы она не давала каких-то советов, которые портят ваши семейные отношения. Это может быть подруга, может быть мама, может, стоит поговорить с ней. Вот эти 2 карты показывают, что может закончиться влияние какой-то женщины, в ваших отношениях. Или вы прекратите отношения с какой-то женщиной. Потому что отношения — это не только между мужчиной и женщиной, это может быть еще между друзьями, между какими-то близкими людьми, родными. Может быть, кого-то вам стоит с кем-то стоит поговорить и закончить, влияние, если вы чувствуете, что человек негативно влияет на ваше настроение, на ваше эмоциональное состояние. По карте надежды и планы показывает, что, у вас, может быть, кто-то есть на попечении, вот по карте собака, и вы тревожитесь за этого человека. Вот по карте Луна у вас есть какие-то тревоги, какая-то неясность, может, вы тревожитесь за его судьбу, может, вы хотели бы, что-то изменить, вы надеетесь вот в феврале, что, а, как-то станет, не знаю, состояние этого человека лучше, может, он станет более самостоятельным, если вы о ком-то заботитесь. Также может показывать, что и вы в какой-то зависимости от помощи других людей, и вы хотели бы, чтобы это положение изменилось, чтобы что-то прояснилось вот по карте Луна, чтобы как-то какой-то рост был, какое-то изменение. Может, вы не хотите быть больше в зависимом положении, хотите больше свобод, быть более самостоятельным. Вот какие-то надежды на это, на февраль. По работе, в принципе, карта, выпала женщины, дамы. Показывает, что у вас на работе все должно быть спокойно. Может быть, вы будете жадничать, не захотите на что-то тратиться. Это если про финансы. Ам, Также может показывать по карте сад, что у вас, м, будут, скажем, это большой коллектив. Может быть, это сулит вам расширение ваших, если вы занимаетесь продажами, то вот увеличение какой-то прибыли, увеличение клиентской базы. То есть вы начнете контактировать с большим количеством людей вот по этой карте. Также может показывать, что, будете накапливать что-то, финансы, а может быть, вот, связи нужные налаживать. В общем, готовьтесь, что в феврале вам придется контактировать с большим количеством людей. Если вы сейчас в поисках работы, то вам эти карты показывают, что вы можете найти, спокойную работу, стабильную работу в большом коллективе. Может быть, это связано как-то с продажами, ну, там, где работает много людей, вот скажем так. По карте влияния, по позиции влияния извне, если вы ждете какой-то весточки от какого-то молодого человека, может быть, молодой женщины, к которому испытываете какая-то сердечная привязанность, то вы ее получите. Может быть, у вас завяжется переписка, с каким-то, молодым человеком или девушкой, которая будет приносить вам радость. Вот вы с кем-то будете общаться, кто-то моложе вас, и вы будете получать, от этого, ну, радостные новости, какое-то хорошее настроение, у вас будут улучшаться эмоциональный фон будет улучшаться, вы будете довольны, вам будет нравиться общаться, с этим человеком. То есть вот будет создавать вам хорошее настроение кто-то, с кем вы будете общаться. Так, первая половина месяца показывает, что
какой-то трудный период в вашей жизни заканчивается, какие-то трудности, какие-то проблемы, и вы захотите что-то коренным образом изменить. Вот, может быть, не знаю, закончить какие-то связи с кем-то, какие-то отношения, что-то коренным образом, вот по карте метла, что-то захотите изменить. Может, вы, не знаю, наследство получите и захотите его как-то выгодно вложить, разместить, чтобы у вас был постоянный доход вот по картам рыбы. В общем, в первой половине месяца у вас обещают завершение какого-то периода и начало чего-то нового. Притом могут быть очень резкие перемены. От чего-то вы захотите избавиться, что-то поменять. И окончание месяца вещает вам спокойное, благоприятное. Можете помечтать, построить планы, такой вот под вашей счастливой звездой по карте якорь. Конец месяца обещает быть спокойным, стабильным. Вы будете довольны во всех сферах вашей жизни, и в финансах, и в отношениях. И если у вас есть дети, с детьми будет все хорошо. То есть вы будете довольны. Вот окончание месяца обещает таким хорошим быть, спокойным, во благости. Вот такой, я считаю, хороший получился расклад, прогноз для всех стрельцов. Я желаю вам хорошего февраля и до новых встреч!